Привет, с вами Лена Бик. Сегодня мы с вами пройдем такой стильный низкий пучок на тот случай, если у вас есть всего лишь 15-20 минут на прическу. Для этой прически вам понадобится всего лишь лак и гофре. Ни одна прическа не обходится без подготовки. Вот и сейчас я решила сделать такую подготовку. Волосы у модели не густые, поэтому я буду пользоваться гофре. Беру прядь волос примерно сантиметр толщины, начесываю, легкий начес, не делайте колтуны, и прохожусь гофре. Обратите внимание, какой эффект стал. Сразу же видно, что объем идет от корня. Волосы пушистые и можно лепить все, что хотите. Я делаю пробор посередине, потому что хочу, чтобы левая и правая сторона были абсолютно симметричны. Самое главное сделать ровный, четкий пробор. Затем отделяю правую и левую височно-боковые зоны. Хочу сделать так, чтобы макушка была немного с объемом, поэтому беру прядь, добавляю лака и чуть-чуть начесываю. Да, здесь я пользуюсь утюжком, но вы можете упустить этот момент и сделать без утюга. Просто когда мы запечатываем начес утюгом, он у нас становится более объемный. Если нету утюжка или вам лень его включать, ничего страшного, в любом случае у вас объем сохранится, просто вы можете его быстрее счесать, когда будете чистить поверхность. Ну все, макушку я подготовила, думаю, что столько будет достаточно. Если вы сомневаетесь, хватит или нет, оставляйте примерно 5 сантиметров от начала деления. Теперь собираю низкий хвост из оставшихся волос. Собирайте его поближе к шее, чтобы он у вас не торчал посередине, иначе это будет уже средний пучок. Теперь отпускаю всю макушку, и вот это вот момент, про который я говорила, что мы его чистим. Нужно хорошо счесать, чтобы не оставалось никаких узелков от начеса. Поэтому здесь аккуратно. Нужно и оставить начес, и сделать поверхность гладкой, идеально ровной. Смотрите за руками, я не утягиваю макушку вниз. Она у меня остается немного свободная. И начинаю вытягивать текстуру прямо с середины. Ущипнула прядь волос и вытянула повыше. Ущипнула и снова вытянула в другую сторону. Сразу зафиксировала лаком. Если вы видите, что она у вас получилась красивая с изгибом, можете сразу фиксировать. Но если вы ее потянули и она вытащила за собой много других волос запутанных, тогда, конечно, все счешите и сделайте еще раз. Старайтесь сделать эти линии с изгибом, будто похожи на английскую букву S. Иначе, если вы оставите их прямые, будет не так красиво. А для того, чтобы волна у вас получилась, можете поставить временную шпильку для поддержки текстуры. Вот как я сейчас сделала, видите? Когда я удалю шпильку, волна так и останется. Теперь наша височно-боковая зона. Я расчесываю ее. Я хочу вам показать чисто на лаке минимум инструментов, чтобы вы знали, как делать и такие пучки. Если же у вас есть воск, то, конечно, вы можете шикануть и добавить воска на пряди, тогда вам будет намного легче. Здесь я заплетаю легкий жгут с подхватом. Следите за руками, я перекручиваю 2 пряди, у меня всегда 2 пряди в руках, и добавляю с оставшихся волос.
Здесь очень важно не плести туго, иначе вы потом не сможете достаточно вытянуть текстуры. Да, я знаю, что скорее всего вы сейчас смотрите не на прядку, а на ту блондинку с длинными волосами, которая залезла в мое видео. Зафиксировать боковую прядь можно шпилькой. Шпилька это отличный вариант, потому что сейчас я буду добавлять немного объема. Видите, немножко вытягиваю. Можно сделать этот элемент более текстурным, либо гладким. Зависит от вашего желания. Вот раз, вытянула текстуру и зафиксировала лаком. Лаком фиксирую, приглаживаю все пушки, помогаю пальцами, веду пальцами по направлению жгута, не в противоположную, иначе вы будете гладить против шерсти, как говорится. И тогда у вас будет очень грязная прическа, только вдоль волос. А сейчас время моего любимого лайфхака. Смотрите, беру обычную резинку эластичную и две невидимки. Получилась резинка из магазина, которая стоит там 100 рублей, а у меня здесь себестоимость примерно 3. В общем, втыкаю одну невидимку, придерживаю пальцем и вторую закручиваю вокруг хвоста и фиксирую прямо под хвостом. Вот и получилась такая у нас конструкция. Очень удобно для длинных волос, когда вы не хотите протаскивать весь этот огромный объем волос через резинку. На этом моменте можно удалить все те временные шпильки, которые мы ставили, чтобы зафиксировать. И мы с вами уже на финише. Смотрите, я беру две пряди, делю на две прядки и закручиваю их вокруг друг друга. То есть получился жгут. Волосы редкие, поэтому он не объемный. Если что, конечно, вы можете и вытянуть его пошире, и даже сделать что-то другое, например, косичку. Или даже можно подначесать волосы, а потом также оформить. Самое главное, зафиксируйте кончик маленькой резинкой. Итак, я держу жгут и заворачиваю вокруг своей оси. Плотненько вокруг, а кончик прячу вовнутрь. Придерживаю одной рукой, а другой достаю вспомогательный элемент, у меня это спица. Она очень помогает придерживать, чтобы освободить две руки, работать двумя руками. А затем беру шпильку и плотненько фиксирую ее прямо в наш жгут. Беру еще одну шпильку, потому что понятно, что одной нам недостаточно. Смотрите, убрала спицу, а пучок держится. Но на всякий случай еще одну, чтобы быть спокойной, что пучок никуда не делся. Пока вы делаете прическу, периодически возвращайтесь к макушке, например, вот здесь я подправила текстуру. Потому что когда вы собираете хвост, она может чуть-чуть съехать, вам нужно вовремя подкорректировать. Следите за прической. И сейчас, когда уже зафиксировали, можно растянуть пучок немножко пошире, добавить воздуха. Вот так. И, конечно, на финише фиксируем лаком. Самый последний шаг – это выбор аксессуаров. Я подумала, что такие легкие, стильные веточки с алмазами отлично дополнят наш образ. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам кажется, подходят ли эти веточки к пучку. Либо стоило взять что-то покрупнее. Что посмотрели это видео до конца, оставляйте в комментариях заявки на прически, которые вы хотели бы увидеть. Я сниму специально для вас.